Добрый вечер, друзья! Завтра в австрийском Хохфильцене начинается 4-й этап Кубка мира по биатлону, и вторая гонка, которую мы увидим на этом этапе, будет женский спринт, и пройдет он 18 декабря. Мужской спринт намечается на завтра, и оба старта начнутся в 16:30 по московскому времени. Тем временем обнародован состав женской сборной России для участия в спринтерской гонке в пятницу. Если по Татьяне Ворониной вопросов собственно не было в связи со слабым выступлением на предыдущем этапе, то не включение Куклиной в спринт кажется немного неожиданным, учитывая бег в одни ноги с Казакевич на третьем этапе в Хохфильцене. В любом случае, мы всегда знаем не так много, как личные тренеры спортсменов, а также руководство сборной по биатлону и их право формировать состав сборной на старты так, как им видится. А пока шестерка сборной России выглядит следующим образом. Это Светлана Миронова, Ульяна Кайшева, Анастасия Гореева, Ирина Казакевич, Евгения Павлова и Татьяна Акимова. Нашим Мироновой и Кайшевой надо постараться хорошо выступить в связке для попадания в масс-старт, пока для них место в этой гонке не зарезервировано. Казакевич условно должна попасть на третью гонку этапа, если выступит без провала. Перед Павловой стоит непростая задача прыгнуть выше головы в связке, чтобы отобраться на масс-старт. Евгения отчасти сама виновата, так как, будем откровенны, на первых этапах не показала того, что ждут от нее любители биатлона. В итоге она только 43-я в тотале. Ну а для Акимовой и Гореевой задача успешно выступить в спринте и попасть в число счастливчиков для дальнейшего выступления в гонке преследования. Ну а там, кто знает, вдруг будет возможность отобраться на воскресную гонку по хорошему результату в Пасьюте. Особенность этапа состоит в том, что спортсмен, не попавший в спринт, практически теряет возможность участвовать в масс-старте. Почему, я думаю, вы поняли. Результаты в общем зачете Ворониной и Куклиной, к сожалению, не впечатляют. Они на 51 и 52 местах в тотале. В любом случае, желаем нашим девушкам быстрой и точной стрельбы и неплохого хода. Ну а Ларисе Куклиной удачи на ижевской винтовке, если тренеры сочтут нужным ее туда отправить. На этом с вами прощаюсь. Как станет известен состав мужской сборной, я вас с ним сразу познакомлю. С уважением, Ренат.